В 2023 году астрономы с помощью телескопа Джеймс Уэбб обнаружили в космосе настоящего монстра – редкий тип экстремально яркой звезды Кайдзю. Светило назвали Мотра, как вымышленную бабочку, одно из чудовищ киновселенной с участием знаменитого Годзиллы. Астрономы считают, что Мотра, вероятно, представляет собой двойную систему, состоящую из красной и синей звезд сверхгигантов. Красная холоднее и тусклее, а температура голубой звезды гораздо выше – 14 тысяч кельвинов, и светит она в 50 тысяч раз сильнее Солнца. Но Мотра кажется просто маленьким небесным мотыльком по сравнению еще с одним небесным Кайдзю. Сосед космической бабочки, конечно же, звездный Годзилла. Равного этому супермонстру пока не найдено во Вселенной. Его сияние в сотни миллионов раз превышает солнечное. Пара, кажется, должна залить своим светом все наше небо, затмив Солнце. Но мы этого не наблюдаем. Какая необыкновенная сила природы прячет от нас аномально яркие звезды. Астрономы изучают подобные светила и узнают все больше их тайн. Чего только, оказывается, не случалось в их ослепительной жизни. Звездные похищения, загадочные сигналы, странная смена имиджа. Давайте все об этом узнаем, совершив наше самое яркое космическое путешествие. Но для начала просто вечером выйдем из дома и посмотрим в темное небо. Конечно, ничего неожиданного мы не увидим, хотя картина, как всегда, будет потрясающей. Несчетное количество разноцветных звезд, загадочно мерцающих над нашей головой. К слову, откроем первый в нашем путешествии звездный секрет. Светила не мерцают, но и зрение нас не обманывает. Эффект создает земная атмосфера, поскольку теплый и холодный воздух имеет разную плотность. Свет, проходя через нагретые или охлажденные слои атмосферы, преломляется, как в линзах, под разными углами. Из-за движений воздушных потоков сочетание слоев с разной температурой постоянно меняется, и мы видим звезду то яркой, то размытой, то слегка сместившейся в сторону. Однако сегодня давайте обратим внимание на другое. Каким бы ни было влияние атмосферы, некоторые звезды все равно заметно ярче других. Но почему? Они больше, горячее, или сила сияния зависит от их цвета? Все названные причины играют свою роль. Начнем с размера звезд. Одни из них с рождения стали гигантами, сумев захватить львиную часть материи из родительских газопылевых облаков. Чаще всего это молодые горячие голубые гиганты. Другие, наоборот, разрастаются до неимоверных размеров в конце своей жизни. Пример тому красный гигант Юй-Щита, который на этой стадии достиг радиуса 1708 солнечных. На месте Солнца он вышел бы за орбиту Юпитера. Наша звезда, к слову, на последних этапах эволюции тоже превратится в красного гиганта и будет светить ярче, чем сейчас. Горячие звезды тоже сияют сильнее прохладных. Мы можем получить приблизительное представление о температуре этих небесных тел, основываясь на их цвете. Голубые обычно самые раскаленные. За ними следуют белые, желтые, оранжевые. В конце последовательности находятся красные светила, которые наиболее холодные. Все это характеризует в первую очередь светимость звезды, то есть количество света, которое она излучает со своей поверхности. Но ее видимая яркость не всегда соответствует светимости. Солнце не самая мощная звезда, однако она затмевает для нас в небе все остальное. Почему так происходит, ответить несложно. Солнце находится несопоставимо ближе к Земле, чем другие звезды. Для наблюдателей из других регионов космоса все будет иначе. Представьте, что вы смотрите в небо с ближайшей к нам экзопланеты Proxima b, которая расположена очень близко к своему светилу. И хотя это тусклый красный карлик, его свет заполнит для вас все небо, а Солнце будет казаться лишь маленькой яркой точкой. Иными словами, видимая яркость не является константой. В зависимости от местоположения наблюдателя, она будет иметь различные характеристики для одной и той же звезды. Простой пример тому – светимость фар автомобиля. Предположим, что он находится на противоположном от вас конце улицы. Его свет не будет казаться слишком ярким. А если машину приблизить, огни фар в какой-то момент начнут вас слепить.
Теперь давайте посмотрим на это по-другому. Представим в 10 метрах от себя огни фар автомобиля, а рядом обычного фонарика. Конечно, первые будут ярче, ведь из двух источников света фонарик намного слабее. Но если придвинуть его ближе, а автомобиль отогнать на большое расстояние, то ситуация станет прямо противоположной. И фонарик начнет слепить нам глаза, в то время как свет фар будет еле заметен. Одни и те же звезды аналогичным образом обладают широким диапазоном видимой яркости, в зависимости от положения наблюдателя. Самые яркие огни Вселенной, невероятно далекие от Земли, покажутся нам тусклыми или вообще будут не видны. Мы же начнем космическое путешествие знакомством со светилами, которые видим наиболее яркими с Земли. В ясную ночь в небе их можно наблюдать более 3000, и большинство похожи друг на друга, просто прекрасные разноцветные огоньки над нашими головами. В то же время среди них нетрудно найти те, что светят сильнее других. Их сияющие огни помогали нашим предкам запомнить узор звездного неба, чтобы лучше ориентироваться в пространстве и времени. Отважные мореходы и путешественники, благодаря таким крошечным маякам в далеких походах, не сбивались с пути. В современном мире, конечно, у них другие ориентиры. Однако яркие звезды по-прежнему дают возможность астрономам лучше изучить отдельные участки неба и, конечно, просто радуют нас своей эффектной красотой. Ближе всех, всего в 4,37 световых лет от Земли, сияет Альфа Центавра. Это третье по яркости светило в ночном небе. Астрономы уже хорошо изучили нашу ближайшую звездную соседку. Ее сверкающий мир, как оказалось, скрывает такое, что не укладывается в обычные рамки. Космические путешественники столкнутся с чудесами еще на подлете к звезде. Вдруг на глазах у всех она начнет раздваиваться. И не из-за обмана зрения или сбоя приборов. Яркая звезда, которую мы видим с Земли, на самом деле состоит из двух компонентов – Альфа Центавра А и Б. Пара компаньонок расположена всего в 40-47 астрономических единицах друг от друга. По космическим меркам это очень тесный союз. Интересно, что обе соседки имеют немало общего с Солнцем. Альфа Центавра А немного массивнее и сияет белым светом примерно в 1,5 раза ярче нашей звезды. Альфа Центавра Б отличается оранжевым оттенком. Она чуть менее массивна, чем Солнце, но в 2 раза ярче. К тому же паре Альфа Центавра от 5 до 6 миллиардов лет, то есть они лишь немного старше нашего желтого карлика. Но у яркой пары есть еще один компонент – С. Красный карлик, более известный под названием Проксима Центавра. Это небольшая звезда массой всего 12% солнечной, а радиусом меньше аж в 8 раз. Температура ее поверхности тоже невелика, чуть более 3000 кельвинов. Именно эта прохладная небольшая звезда находится ближе всего к Солнцу, на расстоянии в 4,25 световых лет. И, похоже, мечтает о еще более тесном соседстве, потихоньку продвигаясь к Солнцу. Через 26 700 лет она окажется от нас немногим более чем в 3 световых годах. Тем не менее, самую близкую к нам звезду мы не можем видеть без телескопа. Светимость тусклого красного карлика составляет мизерные 0,17% солнечной. Однако он нередко показывает свой звездный характер, ярко вспыхивая в небе. Внезапные всплески яркости ученые связывают с увеличением магнитной активности звезды. Подобное случается также на Альфа Центавра Б, но очень редко. И вообще Проксима Центавра держится от компаньонок как бы особняком. В настоящее время она находится на расстоянии около 13 тысяч астрономических единиц от обеих звезд. В течение ближайших 300 тысяч лет Проксима приблизится к Альфа Центавра А и Б на 4100 астрономических единиц. Но это все равно очень далеко. Ученые даже выдвинули версию, что две звезды Альфа Центавра много миллионов лет назад похитили Проксиму, захватив ее гравитационным притяжением. И сделали это не зря. Именно красный карлик обогатил звездный союз экзопланетами, причем Проксима Б считается очень перспективным кандидатом в обитаемые миры.
Однако самой знаменитой из ярких звезд нашего неба, несомненно, является Бетельгейзе из созвездия Ориона. Ее нельзя назвать близкой соседкой Земли. Небесное тело отдалено от Солнца на 550 световых лет. Вместе с тем, светимость Бетельгейзе в 126 тысяч раз превышает солнечную, и звезда видна невооруженным взглядом. Она выглядит как красноватая точка, но на снимке телескопа ALMA перевоплощается в причудливый ярко-оранжевый шар с более темным оранжевым внешним краем и белым овальным свечением в верхней левой части. Какая же на самом деле легендарная Бетельгейзе? Ее температура, как можно предположить из-за неимоверной яркости светила, тоже должна превосходить солнечную. Но в действительности звезда довольно прохладная и разогрета всего примерно до 3600 кельвинов, а температура нашего Солнца, для примера, составляет 5778 кельвинов. Что за космический кондиционер охлаждает Бетельгейзе? Астрономы предполагают, что это ее возраст. Звезда находится на последней стадии жизни. Она превратилась в красного супергиганта с сильно растянутой поверхностью, что охладило ее жар. Масса пожилого светила в 16,5-19 раз превышает солнечную, а радиус больше в 764 раза. Если переместить Бетельгейзе на место Солнца, орбита звезды достигнет до внешних планет и протянется за Юпитер. К тому же, вероятно, красный сверхгигант окружает по меньшей мере 6 слоев материи, которую он вытолкнул в космос. В результате выбросов Бетельгейзе каждые 10 тысяч лет теряет массу Солнца. И теперь за ней на расстоянии 30 астрономических единиц простирается великолепный шлейф из пыли и газа. В Солнечной системе он протянулся бы до самого Нептуна. Еще звезда чудесным образом меняет свой цвет. Есть сведения, что в древности она была желтой, потом оранжевой, а сейчас Бетельгейзе красная. И это не предел. Светило может на непродолжительное время вернуться в стадию желтого гиганта, а в конце жизни взорваться сверхновой по типу голубого гиганта. Такая смена имиджа, по мнению астрономов, связана с разными стадиями жизни звезды. Но как объяснить ее спринтерскую скорость? Бетельгейзе аномально быстро мчится по межзвездному пространству, преодолевая 30 км в секунду. По одной из гипотез, это стало следствием чрезмерного аппетита красного гиганта, когда он был еще совсем юным. Ему не хватало материала в окружающем газопылевом облаке для роста, и Бетельгейзе очень жестким способом восполнила нехватку пищи. Она притянула партнера своей гравитацией, разорвала и поглотила. После расправы, как утверждают ученые, энергия жертвы передалась звезде-убийце. Такая подпитка позволила Бетельгейзе покинуть родительскую звездную группу и, возможно, прибавила ей скорости. Но по-настоящему звезда прославилась резкими сменами своей яркости. В 2019 году внезапно ее огромная часть сильно потускнела. И сразу же сторонники конспирологических теорий заговорили об инопланетной цивилизации, которая выкачивает энергию из светила. Ученые со своей стороны выдвинули версию о подготовке Бетельгейзе к взрыву сверхновой. Перед таким событием звезды обычно теряют яркость. Тем не менее, красный сверхгигант в течение нескольких месяцев восстановил свою светимость. Впрочем, вспышки и потускнение Бетельгейзе давно не секрет для ученых. Они даже высчитали, что выбросы и затемнения случаются примерно раз в 420 дней. Это можно назвать предсмертными судорогами, поскольку на последнем этапе жизни поверхность звезды стала нестабильной. Она расширяется и сжимается, что приводит к регулярному изменению яркости. Летом 2020 года Бетельгейзе вновь потускнела, только как-то не вовремя. Предыдущий минимум закончился за несколько месяцев до этого, в марте 2020. То есть затемнение произошло почти на год раньше, чем предусмотрено обычным циклом. После этого опять возникли теории, что Бетельгейзе готовится стать сверхновой. Но не волнуйтесь слишком сильно. Пока, по оценкам ученых, взрыв, вероятнее всего, случится примерно через 100 тысяч лет или даже через 1,5 миллиарда лет. Впрочем, не исключено, что он произойдет и завтра. Впадать в панику опять же не стоит. Бетельгейзе так далеко, что взрыв вряд ли нанесет Земле ощутимый урон.
И все же будет печально лишиться сияния одной из прекраснейших звезд в нашем ночном небе, но не самой яркой. Первенство в нашем небе держит легендарный Сириус из созвездия Большого Пса. Он выделяет в 25 раз больше излучения, чем Солнце. Это очень большая разница, хотя во Вселенной много звезд, которые по светимости в 1000 раз опережают Сириус. Он стал чемпионом по яркости в ночном небе, поскольку находится всего 8,6 световых лет от Земли. Путь ему не преграждает какая-либо плотная туманность, и наблюдение ничем не затруднено. Если же приблизиться к Сириусу, то станет понятно, что это две звезды. Правда, яркая только Сириус А, и именно она видна невооруженным глазом Земли. Меньшее из звезд сияния парень не добавляет. Даже с более близкого расстояния космическим путешественникам будет трудно ее рассмотреть. Сириус Б – тусклый маленький белый карлик, во многом уже мертвое светило, находящееся на последней стадии эволюции. Хотя, по-своему, он тоже уникален. Его обнаружили еще в 1862 году, но тогда оптика была еще слишком слабой, так что астрономы не смогли оценить массу и другие характеристики тусклого светила. Только в 2005 году космический телескоп Хаббл позволил больше узнать о мертвой звезде. Она оказалась одним из самых массивных белых карликов, известных ученым. Хотя он тусклый, его масса составляет 102% от солнечной, что вдвое больше среднего показателя среди звезд данного типа. Но Сириус Б не всегда находился в тени своего сияющего компаньона. Много миллионов лет назад система состояла из двух огромных бело-голубых звезд. Какая же из них, по-вашему, была больше и ярче? Ответ на это ученые дали неожиданный. Доминировал компонент Б, то есть наш белый карлик. В то время он был массивнее и выделял больше излучения. Термоядерные процессы в горячей звезде протекали очень интенсивно и вызвали сильный звездный ветер. Ураганы быстро сдували с компонента Б материю, и он первым в паре прогорел, превратившись в красного гиганта. Затем звезда сбросила оболочку, представ в новом облике – белого карлика. Сейчас оба компаньона вращаются вокруг общего для них центра масс, делая полный оборот за 50 лет. Расстояние между ними примерно как между Солнцем и Ураном. Сириус А – яркая бело-голубая звезда, светит примерно в 10 тысяч раз сильнее своего миниатюрного спутника и примерно в 2 раза массивнее Солнца. Правда, по видимой яркости среди всех космических объектов Сириус не чемпион. Из-за близости к Земле его обгоняют Луна, Юпитер, Венера, Марс, а иногда и Меркурий, находясь над горизонтом. Когда Международная космическая станция пролетает у вас над головой, она тоже может казаться ярче. И все же именно Сириус своим сиянием помогал астрономам исследовать космическое пространство, служил путеводной звездой для путешественников. Но долго ли это будет продолжаться? Возраст Сириуса по разным оценкам составляет от 200 до 300 миллионов лет. Он просто младенец по сравнению с Солнцем, которому около 4,6 миллиардов лет. Однако век голубых звезд недолгий. Сириус, каким мы его видим, проживет еще около 660 миллионов лет, после чего повторит судьбу своего компаньона. Сначала он превратится в красного гиганта, а затем в холодного тусклого белого карлика. И хотя путь звезды, казалось бы, предопределен, астрономы хотят выяснить еще один нюанс. Какой сверхновой взорвется удивительный Сириус? Оказывается, у звезды есть варианты. Наиболее распространенный тип сверхновая 2. Событие происходит, когда у звезды массой не менее 8 солнечных заканчивается ядерное топливо, и она самоуничтожается. Небесное тело сбрасывает свои внешние слои в результате огромного взрыва. Его газы и материя на миллиарды километров вылетают в пространство. Но есть еще более редкий и мощный тип взрыва. Он называется сверхновой типа 1, а происходит в случае близости двойной орбиты большой звезды с белым карликом. При таком сценарии мертвое светило выкачивает газ у своего более крупного компаньона. По мере насыщения ядро небесного каннибала сжимается до критической массы, вызывая неконтролируемую ядерную реакцию. Белый карлик взрывается и уничтожает компаньона или выбрасывает его далеко в космос.
Недавно ученые впервые нашли отголоски подобной катастрофы. Астрономы из Noir Lab сделали снимки обломков звезды SN-185 после взрыва сверхновой типа 1А. Событие произошло в 8000 световых годах от Земли, недалеко от созвездий Циркуля и Центавра. И что самое удивительное, катастрофа случилась еще в 185 году нашей эры. Китайские звездочеты тогда сделали соответствующую запись о событии. Как выяснили ученые Noir Lab, речь шла о звезде SN-185. В ее системе был белый карлик, который вызвал грандиозный взрыв. Так может закончить свой космический путь и Сириус, который тысячелетиями ярче всех освещал наше небо. Но Сириус покажется просто тусклой свечой рядом с мощными звездами, которые сияют в миллионы раз ярче Солнца в глубинах Вселенной. Обычно это гигантские раскаленные светила редких типов. Они посылают в космос колоссальное излучение, но их свет не виден на Земле невооруженным глазом. Как удается подобным звездам скрывать от нас свое экстремальное сияние? Прежде всего, они расположены невероятно далеко от Земли. Чтобы их лучи достигли нашей планеты, требуются миллионы, а иногда миллиарды лет. К тому же на их пути встают галактики, туманности, звезды, планеты. Эти космические объекты глушат свет гигантов. Еще несколько десятилетий назад самые продвинутые космические обсерватории не могли обнаружить свет ярких, но очень далеких звезд. И только телескопы нового поколения, такие как Хаббл и Джеймс Уэбб, сумели отыскать в глубинах космоса немало неимоверных звездных прожекторов. Эарендел. Один из них расположен на самой окраине известной нам Вселенной. Это наиболее далекое от Земли светило из тех, что известны астрономам. В каталогах оно значится как WHL 0137LS, хотя имеет и еще одно, очень красивое имя – Эарендел – утренняя звезда. В 2022 году ее обнаружил телескоп Хаббл в 28 миллиардах световых лет от Земли в созвездии Кита. Заглянуть в такую даль ученым помогло гравитационное линзирование. В роли такой линзы обычно выступает какое-то массивное космическое тело, изменяющее своим притяжением направление электромагнитного излучения. Космическая обсерватория сумела разыскать Эарендел благодаря скоплению галактик WHL 013708 между звездой и нашей планетой. Массивный объект действует как увеличительное стекло, усиливая излучение светила от 1000 до 40 тысяч раз. К тому же Эарендел расположена вдоль ряби пространства-времени и попадает в поле видимости телескопами родительской галактики WHL 0137ZD1. Гравитационное линзирование исказило свет галактики, представив ее в форме причудливого светящегося полумесяца. Ее так и назвали – «Дуга восходящего солнца». Яркое светило получило имя утренней звезды тоже неспроста. Эарендел действительно родилась на заре Вселенной. Свет, который обнаружили астрономы, она испускала всего через 900 миллионов лет после Большого взрыва. Его лучи достигли Земли 12,9 миллиарда лет спустя. За это время Вселенная невероятно расширилась, и теперь звезда находится более чем в 2 раза дальше от нас. В настоящее время астрономы видят Эарендел как звезду с красным смещением, поскольку по мере расширения Вселенной свет от далеких объектов растягивается. Или, иными словами, он смещается в сторону более длинных красных волн по мере продвижения к Земле. Какой оказалась далекая утренняя звезда? Многое прояснил космический телескоп Джеймс Уэбб, который недавно сделал наиболее детальный снимок невероятно далекого небесного тела. После изучения фото выяснилось, что это массивное ярко-голубое светило. Оно более чем в 2 раза горячее Солнца и примерно в 1 миллион раз ярче. Массу звезды оценивают в 50-100 раз больше солнечной, а температуру поверхности не менее чем в 20 тысяч кельвинов. Такие горячие и яркие светила обычно живут недолго. Они быстро сжигают запасы водорода и становятся сверхгигантами, а затем гиперновыми. С Эарендел, скорее всего, это уже случилось давным-давно. Она погибла во время невероятно сильного взрыва, озарив Вселенную гигантским фейерверком, а после навсегда погасла.
но часть ее света продолжила свой путь. Однако попавшее на Землю излучение как бы воскресило для нас Эрендел. Астрономы надеются, что со временем это поможет открыть удивительные космические тайны звездного зомби. Например, подтвердить версию насчет существования во Вселенной звезд третьей популяции. Это гипотетическая группа горячих и ярких светил, которые родились на заре Вселенной. Существует вероятность, что к ним относится и Эрендел. Странные звезды первой популяции образовались примерно через 100 миллионов лет после Большого взрыва. Предположительно, они почти не содержали металлы и состояли из первичного водорода и гелия. Тяжелых элементов во Вселенной не существовало до того, как эти первые поколения погасли после взрывов сверхновыми. WHL-0137LS родилась позже и принадлежит ко второму или третьему поколению. Считается, что именно звездное население третьей популяции наладило в мироздании производство химических элементов тяжелее водорода, необходимых для формирования планет. Их обнаружение считается одной из важнейших задач телескопа Джеймс Уэбб, который для этого планирует детальнее рассмотреть Эрендел. И если небесное тело действительно состояло в основном из первичного водорода и гелия, оно станет первой подтвержденной звездой третьей популяции. Джеймс Уэбб, возможно, позволит астрономам прояснить еще одну сторону жизни самого далекого от нас светила. У массивных звезд часто есть спутники. Ученые подозревают, что Эрендел тоже путешествует по небу вместе с компаньоном. Правда, исследователи не ожидают, что Уэбб его обнаружит. Если звезды две, они будут находиться так близко друг к другу, что маленький компонент окажется невидим в ярком свете гиганта. Однако тщательный спектральный анализ Эрендел может указать на признаки холодного тусклого красного компаньона. А мы вернемся ближе к Земле, где в 25 тысячах световых годах от нас, в созвездии Стрельца, одна из звезд просто пылает в небе. В 3,3 миллиона раз ярче Солнца. Она называется «Пистолет», как любимое оружие главных действующих лиц гангстерских фильмов. И мы позже поясним, почему светилу дали столь грозное имя. Сейчас нам важно отметить, что за 6 секунд небесный пистолет выстреливает в космос такой же заряд энергии, как Солнце за целый год. Несмотря на огромное расстояние, безумное сияние звезды мы могли бы видеть невооруженным глазом. Но только если бы она обосновалась в более спокойном месте. Светило выбрало для жительства скопление Квинтуплет. Пистолет отлично чувствует себя в этом оживленном регионе, полном молодых горячих звезд и колоссального количества пыли. Ее мельчайшие частички поглощают почти весь видимый свет и прячут от телескопов даже самые яркие звезды. Но 10% инфракрасного излучения все же достигает Земли. Похожий эффект можно увидеть во время заката. Синий свет от Солнца рассеивается атмосферой нашей планеты. В то же время красный свет продолжает распространяться относительно беспрепятственно, отчего мы видим живописные багровые или алые закаты. Такое излучение на огромном расстоянии доступно для инфракрасной камеры NICMOS космического телескопа Хаббл. С ее помощью в начале 90-х годов ученые Калифорнийского университета и отыскали в пыли галактического центра звезду Пистолет. После первых исследований стало ясно, что это не просто очень яркая, но и огромная звезда. Ее радиус составляет 306 солнечных. Если бы Пистолет оказался на месте Солнца, то вышел бы на орбиту Земли. Масса небесного тела тоже очень велика, не менее 86-92 солнечных. Хотя самое удивительное, что в прошлом Пистолет был как минимум в 2 раза массивнее. Считается, что при первоначальном формировании он в 200 раз превосходил в этом Солнце. Теперь звезда значительно сжалась из-за катастрофической потери массы. Виноват ее вечно бушующий звездный ветер, который более чем в 10 миллиардов раз солнечного. Он постоянно сметает в пространство огромное количество материи звезды. Небесное тело быстро теряет массу, также благодаря своим мощным вспышкам. Особенно грандиозными взрывы были, вероятно, от 4 до 6 тысяч лет назад. Но и потом эта переменная звезда не успокоилась. Она очень неустойчива и постоянно увеличивает и уменьшает свою светимость.
как бы подает сигналы в небо. Быть может, это СОС каким-то небесным силам? Ведь пистолет только в последнее время утратил почти 10 солнечных масс материала. Из его вещества образовалась большая туманность. Звезда по аналогии получила такое же имя. Она продолжает выпускать вокруг обоймы своей материи. Туманность уже наполнена ионизированным газом массой около 9,3 солнечной и простирается на огромное расстояние, почти в 4 световых года. Если бы этот космический объект каким-то образом переместился на место Солнечной системы, то достиг бы аж до Альфы Центавра. Скорее всего, туманность пистолет будет и дальше расти за счет вещества, которое сдувает со звезды, а само светило продолжит сгорать с непостижимой скоростью и может вскоре погибнуть. Это обычная судьба ярких голубых переменных звезд, к которым относится пистолет. Время их жизни очень короткое, всего несколько миллионов лет. По некоторым оценкам, звездному пистолету уже от 1 до 3 миллионов лет. Он в любой момент может погибнуть, озарив небо впечатляющим фейерверком от взрыва сверхновой. Гипергигант Эта Киля массой в 100-150 солнечных еще сильнее озаряет пространство. Светимость звезды, находящейся примерно в 7500 световых лет от Земли, в 5 миллионов раз превышает солнечную. Впрочем, если говорить точнее, так сильно сияют в созвездии Киля 2 звезды. Пара гигантских светил дружно движется по небосводу вокруг общего центра масс по вытянутым эллиптическим орбитам. Основной компонент системы Эта Киля – удивительный гипергигант – голубая переменная звезда с высокой светимостью. Второй компаньон тоже огромный, горячий и очень яркий. Оба партнера знамениты не только своим сиянием, но и капризным непредсказуемым характером. Все дело в том, что эти очень яркие пульсирующие сверхгиганты могут резко вспыхивать, выделяя огромное количество энергии. Эта Киля побила здесь все рекорды. В период с 1837 по 1856 годы, по свидетельствам астрономов, эта Киля значительно увеличила яркость. В период с 11 по 14 марта 1843 года она стала второй по видимости в нашем небе звездой после Сириуса с пиковой светимостью в 30 миллионов солнечных. Астрономы говорят, что почти столько же излучения выделяется при взрыве сверхновой. Событие известно как Большая вспышка, и она должна была уничтожить звезду. Но эта Киля оказалась поистине бессмертной, не погибнув во время катастрофы. Ученые до сих пор разбираются в причинах такой стойкости гипергиганта. Звезда же после вспышки начала постепенно уменьшать светимость. К 1870 годам она перестала быть видимой с Земли невооруженным глазом. И еще прошла завидный сеанс похудения. Астрономы оценили потерю ее массы в несколько солнечных. Но история взрывов на Эта Киля на этом не закончилась. Если сравнивать ее с телевизионным триллером, то в нем есть второй и даже третий сезоны. Во втором, в 1890-х годах, на Эта Киля произошло еще одно мощное извержение энергии. Событие было названо «малой вспышкой». Самое удивительное, что мы можем своими глазами увидеть драматические вспышки звезды. Для этого не придется фантастическим образом возвращаться в прошлое. Ученые из Института исследований космоса с помощью снимков нескольких обсерваторий в видимом ультрафиолетовом и рентгеновском свете создали потрясающую визуализацию события. В ней также представлена очаровательная туманность гомункул. Она как кружево сплетена из материи, которую Эта Киля сбросила в космос во время извержений. Эта биполярная туманность в форме лопастей пронизана причудливыми нитями из газа. На визуализации она выглядит как песочные часы, которые купаются в окружающих их газовых облаках. Сами лопасти похожи на удивительные пушистые комки, сотканные природой в результате хаотического движения газопылевых потоков. Ну а загадочное фиолетовое свечение в центре туманности представляет собой отражение света самой звезды. Космический гомункул, можно сказать, справился с этой задачей. Он скрывает внутри себя маленького гомункула, крошечную биполярную туманность, о которой совсем недавно узнали астрономы.
Они считают, что это миниатюрное образование возникло в результате малой вспышки. Но у нас остается еще 3-й сезон небесного триллера. Он идет прямо сейчас, хотя еще далек до завершения. С 1940 года эта киля снова начала постепенно увеличивать яркость. Благодаря этому ученые получили прекрасную возможность для изучения уникального голубого гиганта. И он уже успел еще раз шокировать исследователей. Звезда оказалась настоящим природным лазером, пока единственным из известных в своем роде. Группа исследователей из США открыла, что эта киля излучает ультрафиолетовый свет в очень узком диапазоне частот, что очень похоже на излучение лазера. Инфракрасные лазеры и микроволновые мазеры, отличающиеся друг от друга длинами волн, весьма редкое астрофизическое явление. А естественный ультрафиолетовый лазер, как называют это киля, является первым из реально обнаруженных объектов этого класса. Ученые продолжают изучать звезду. Возможно, она еще покажет себя с новой и тоже совершенно неожиданной стороны. Но согласитесь, хотелось бы узнать, чем завершится триллер с ее участием. Астрономы говорят, что конец не будет затянут во времени. Гипергиганты, подобные эта киля, отличаются крайне маленькой продолжительностью жизни, вероятно, не превышающей десятка миллионов лет. Причина в том, что из-за непропорционально высокой светимости голубые гиганты очень быстро сжигают свое ядерное топливо. Ожидается, что эта киля взорвется как сверхновая в течение ближайших нескольких миллионов лет. Не исключено, что звезда уже находится на последней стадии эволюции, и катастрофа может произойти в течение десятков тысяч лет. Существует вероятность, что голубой гигант даже взорвется гиперновой, выбросив колоссальное количество энергии в виде гамма-вспышки. Не уничтожит ли она жизнь на Земле? Большинство ученых считают, что сверхновая опасна для нас только на расстоянии менее 50 световых лет. И даже гиперновая не дотянется до Земли с такого расстояния, как эта киля. В то же время какие-то отголоски далекой катастрофы могут нас потревожить. Тогда пострадает озоновый слой планеты, будут выведены из строя спутники на орбите, окажутся в опасности космонавты. Однако все, что находится на поверхности Земли, защитит ее атмосфера. Так что астрономы будущего, вероятно, без риска для жизни, смогут наблюдать в мощные телескопы красочное рождение гиперновой. А эта киля в самом конце своего яркого и богатого событиями пути погрузится в темноту. По мнению астрофизиков, она превратится в черную дыру. Это самая распространенная участь удивительных гигантов, которые при жизни освещают Вселенную своими сияющими огнями. Но эта киля меркнет перед светилом, которое астрономы из университета Шеффилда в 2010 году отыскали в созвездии Золотой Рыбы. Сначала с помощью телескопов ВЛТ Европейской Южной обсерватории, а также архивных данных Хаббла, ученые получили сведения о нескольких выдающихся звездах. Их температура была оценена более чем в 40 тысяч кельвинов. Масса в несколько десятков солнечных. Светимость в миллионы раз больше нашей звезды. Наиболее массивной и яркой в этой компании оказалась R136A1. Звезда пока не получила звучного имени, а между тем она по-настоящему ослепительна. В 8,7 миллионов раз ярче Солнца. Светило относится к типу звезд Вольфа-Райе, которые славятся своим изумительным сиянием. Подобные голубоватые гиганты крайне редки. В Млечном Пути их зафиксировано всего около 500. Они самые массивные, самые горячие и самые яркие по сравнению с другими классами звезд. Наше Солнце, желтый карлик рядом с подобными монстрами, смотрелось бы очень смешно. Но завидовать голубым гигантам вряд ли стоит. У звезд Вольфа-Райе, конечно, яркая жизнь, но долгой и счастливой ее не назовешь. Они светят в небе всего лишь несколько миллионов лет. Постоянные звездные ветры со страшной силой сдувают материю с этих звезд, укорачивая их век. Место жительства светил тоже нельзя назвать тихой гаванью. Звезды Вольфа-Райе предпочитают молодые звездные скопления, расположенные в больших газопылевых туманностях.
Одно из таких скоплений R136 образовалось в туманности NGC 2070 или Тарантул. В компании сотни юных горячих голубых и бело-голубых сверхгигантов там нашла себе место и R136A1. Она комфортно себя чувствует в полной завесе пыли и газа. R136A1, как и другие звезды Вольфа-Райе, необходим регион, богатый материей. Иначе она не смогла бы набрать колоссальную массу в 315 солнечных. Однако ученые сомневаются, что в туманности Тарантул для ее формирования было достаточно вещества. Но как тогда звезде удалось стать такой огромной и яркой? Астрофизики из Института астрономии имени Аргеландера в Германии решили выяснить это, смоделировав ситуацию. Получилось, что R136A1 стала гигантом благодаря слиянию нескольких более мелких звезд. Несмотря на выдающиеся характеристики, R136A1 не видно невооруженным глазом Земли. Для этого звезда находится слишком далеко, на расстоянии 165 тысяч световых лет от нашей планеты. К тому же она находится в туманности Тарантул, которая рассеивает свет голубого гиганта. Зато скопление звезд в этой туманности можно наблюдать с помощью любительского телескопа в южном полушарии или вблизи экватора. В окрестностях скопления R136A1, можно сказать, отхватила себе огромный кусок. Даже ее обитаемая зона находится на расстоянии 2950 астрономических единиц от мощного светила. Ближе к звезде никакая форма жизни даже теоретически существовать не может из-за ее чрезвычайно интенсивного ультрафиолетового излучения. Между тем, со временем зона влияния R136A1 уменьшается, поскольку она катастрофически теряет массу. Хотя звезде предположительно всего 1,5 миллиона лет, ее путь по небосводу продлится недолго – до 2,5–3 миллиона лет. Потом R136A1 озарит небо огнем сверхновой, и, возможно, земные телескопы позволят наблюдать потрясающее шоу яркой звезды. Кажется, что более ярких звезд, чем R136A1, природа создать не способна. Но они существуют, и мы в начале видео назвали чемпиона. Конечно же, это звезда Кайдзю-Годзилла из галактики Sunburst. Если монстр из киновселенной дышит ядерной энергией, то сердце космического Годзиллы бьется с помощью невероятно мощных термоядерных реакций. Они позволяют светилу озарять небо в 134-225 миллионов раз ярче Солнца. Несмотря на это, с Земли монстра не увидеть. Слишком уж он далеко, примерно в 10 миллиардах световых лет от Солнца. Однако логово космического Годзиллы обнаружено с помощью гравитационного линзирования космического телескопа Хаббл. Он оказался переменной голубой звездой с температурой 13700 градусов Цельсия. Радиус гиганта в 430–2365 раз больше солнечного. Сейчас, возможно, Годзилла переживает пик своей светимости. Звезда начала разгораться не менее 7 лет назад и за данный период засияла в 2000 раз сильнее, чем раньше. Но, скорее всего, это продлится недолго. Астрофизики предполагают, что Годзилла может быть близка к концу своей жизни. Считается, что сейчас гигантская Кайдзю переживает эпизод, похожий на великое извержение Этакиля. Но далекий космический монстр разгорелся в сотни раз сильнее, чем звезда из созвездия Ориона. Возможно, экстремальное свечение Годзиллы частично связано с соседней карликовой галактикой. Она не видна на изображениях Хаббла, поскольку в ней доминирует темная материя. Загадочное вещество не излучает свет и другие типы электромагнитного излучения. Рентгеновские лучи, радиоволны, ультрафиолет тоже не в состоянии ее обнаружить. Значит ли это, что мы никогда не узнаем о карликовой галактике из темной материи и не разгадаем тайны космического Кайдзю-Годзиллы? Это не совсем так. Ученые уже выяснили, что темная материя, как и обычная, может искривлять пространство-время. Гравитационные телескопы нового поколения способны будут уловить такую рябь во Вселенной. Тогда карликовая галактика расскажет многое о фантастической Кайдзю, которая ярче всех звезд пылает в известном нам мироздании.
Хотя вполне вероятно, что через время Годзилла будет считаться обычной яркой звездой. Так долгое время эта киля держала первенство по светимости, но ее уже опередило множество звезд, которые сейчас изучают астрофизики. Их невероятный свет не хуже кромешной тьмы прячет от нас множество тайн. Недавно ученые Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что яркие звезды своими потоками ультрафиолетового излучения могут обдирать планеты размером с Нептун до их каменистых ядер. Потому, наверное, у таких светил очень редко находят планеты. И все-таки они есть. С помощью космического аппарата ТЭСС у голубого гиганта HD 56414 обнаружена планета типа Нептуна. Исследователи смоделировали влияние излучения на нее яркой звезды. Результаты показали, что HD 56414 действительно медленно разрушает атмосферу экзопланеты. Вместе с тем, Нептун, скорее всего, просуществует еще миллиард лет, до того момента, когда его недолговечная звезда перегорит и взорвется сверхновой. Этот прогноз дает хорошие шансы на обнаружение экзопланет, пылающих в небе чудесным огнем, но не гостеприимных светил. Правда, светимость HD 56414 всего лишь в 15 раз больше солнечной. Вместе с тем, нельзя исключить, что однажды планеты найдут у самых ярких звезд во Вселенной, и космические путешественники отправятся туда на поиски внеземной жизни. Конечно, нам трудно представить, что за существа могут выдержать безумные потоки излучения. Но кто знает, где предел возможностей Вселенной.